Ребята, всем привет! Перевернул самолет кверх ногами, пузиком кверху, так сказать. И думаю, что же делать дальше. Изначально я планировал полное отсутствие шасси, но немножечко ситуация изменилась. Так как раньше была травка и можно было туда успешно посадить, но сейчас в связи со сменой времени года травка потихоньку пропадает и скоро останутся лишь торчащие палки, которые просто-напросто жестко при посадке покорябают весь самолет. Но это не самое страшное. Земля будет жестко и вообще можно расколоть днище. Поэтому приходится переобуваться, так сказать, на ходу и придумывать решение этой проблемы. План действия следующий. Хочу сделать временные шасси вот сюда, чтобы можно было их как-то снимать целиком с плитой, ставить, чтобы они были управляемые, то есть переднее колесо должно управляться. Ну а когда придет час X, когда нужно будет бить рекорд канала, когда нужно будет разгонять его до максимальной скорости, тогда все эти средства посадки придется убрать, потому что они будут давать лишнее сопротивление, и стартовать без колес. Давайте приступим к этому делу. Хочется уже скорее начать. Хочется заклеить уже вот это место. И я буду делать сюда кожуру, чтобы плотненько вставлялось из стеклопластика. Надеюсь, что не больше килограмма все это дело добавит массы самолету. Но это поможет его уберечь от столкновений с планетой. Уж очень он красивенький. Хочется облетать его с колесиками. Так что дело немножечко затягивается. Но с колесами мы его сможем стартовать даже и по холодной погоде. Это без преувеличений будет сказано. Весьма нестандартное решение, скажу я вам. И несвоевременное. Но, друзья, не люблю я стандартных решений. И мне очень не нравятся все вот эти вот китайские ретракты, убирающиеся шасси. Да и не китайские, они все тоненькие, жиденькие. А делать изначально убирающиеся шасси какие-то огромные, мощные. Ну, вы видели на настоящих самолетах какие шасси? Да они просто тонны весят там. Вот они такие и должны быть. Ну, я себе не могу позволить со своими самолетиками такую дерзость. Поэтому придется что-то небольшое делать. Как-то выкручиваться. Нестандартные какие-то ситуации приходится попадать. Ну а что делать? Вот здесь будет сейчас площадка делаться из стеклопластика. Наношу защиту от приклеивания эпоксидки. Развел немножечко смолы. Американская у меня смола закончилась. А вот это польская эпоксидка. Будем теперь польской все делать. Польской очень много. Тоже, ребята, благодаря Алексею. Алексей на годы вперед эпоксидкой обеспечил. Что-то не прилипает как-то. Покопавшись в закромах, нашел вот такие вот каточки на колеса. Это немножко поменьше, пойдет на переднюю стойку. Ну а вот эти чуть побольше на задние. Здесь вспененная резина, они довольно-таки тверденькие такие. Но диски мне не нравятся, диски буду переделывать. Как раз таки сейчас будет токарочка небольшая. И мы займемся этим делом. Не знаю, как они их сюда насовывают. Снять не представляется возможным. Вот смотрите. Какая маленькая там дырочка. И вот, собственно, диск облегает. Как-то надо выдирать их, доставать резину и делать очень легкие диски. Попробую выпилить бормашиночкой. О! Вот так другое дело. Как они их туда вставляют, а? Нормальное пенистое колесико. Сколько весят они? Они очень легенькие должны быть. 9 грамм, 10 грамм, 17 грамм. Ну, короче, 30 грамм колеса весят. Прошлые колеса весили полкилограмма, которые я ставил на большой самолет. Ну, там колеса были от самоката.
Постараюсь сделать максимально простую конструкцию. Буду использовать дюраль зеленого цвета. Весь этот диаметр и буду использовать, чтобы шинки лишь немножко выступали. Не так, как раньше, чтобы не разбортировались. Сейчас нарисую на листике в клеточку и понесется токарочка. Ну вот, собственно, чертежик или эскизик готов. Это большой диск, 2 будет, это маленький. Сделаю в одном экземпляре. Итак, берем болваночку и погнали. Возможно, болваночки хватит на все. Очень сильно хочу в это верить. Возможно, зря, конечно, но запланировал латунные втулочки вот туда. Поэтому пройду с разверточками, чтобы отверстие было точное. Эх, соскучился я по этому приятному делу, по токарочке. В целях экономии материала отпилю ножовочкой. Потом все равно торц обрабатывать. Поэтому сделаю так. Ну так, довольно-таки тяжеленькая она. Для нарезки резьбы нашел плашечку М16 шаг 1. Довольно-таки редкая вещь, но зато позволяет избежать работы резцом. Решил соединять на резьбе 2 половинки. Классно идет. То есть при проектировании, ребята, я сразу предусмотрел, какой у меня есть самый подходящий инструмент, и спроектировал под него. Потому что если бы пары, например, не было, пришлось бы точить резцом, либо еще как-то. Отрезаю очень мощным резцом. Посмотрите, какая высота. И на малых оборотах. Можно даже подбавить. Идет очень хорошо. Немножечко подвыдышиваю. Эх, жалко, такое чувство, что на шайбы обратные не хватает материала. А это очень печально. Значит, будем использовать Женин подарок.
Теперь настало время облегчать. Вот здесь как раз таки понадобится мой супер-пупер штангель. Смотрите, как он работает. Вот я хочу измерить вот эту стеночку. Раз. И я все вижу. Никаким микрометром, ничем здесь никак не получится измерить. Я вижу, что здесь толщина довольно-таки большая. Везде 2 миллиметра. И можно немножко подрезать. Потом вот эту стеночку можно сразу непосредственно измерить. Вот. Ну тут уже, возможно, микрометром и есть место, если шарик поставить. Так, здесь 2 миллиметра и здесь 2 миллиметра. Надо утоньшать. По полмиллиметра смело можно убирать. Ну что ж, смотрим, что получилось. Две половинки. Они накручиваются. Я их потом на эпоксид посажу. Между ними вставляется резина. Это переднее колесико. Так вот нужно будет как-то затянуть. Потому что здесь большие зазоры. Все рассчитано под уплотнение внутреннее. Чтобы внутри как можно сильнее сжалась резинка. И вот такие будут колесики. Сколько оно весит? Сама покрышка весила, по-моему, 7 грамм. Ну, а все колесо 31. Так, взвесим вообще все. Вообще все весит 100 грамм. Ну, в принципе, неплохо. Скручивать нужно сильно, чтобы все хорошо сжалось. Но половинки скользят, если делать вот так. Как же выходить из ситуации? Наклеил с каждой стороны по двойному скотчу. И вуаля, теперь ничего не скользит. Можно очень мощно закрутить. Так, ну уже почти все. Еще контрольный. Эпоксидкой промазано, будет все полимеризоваться, присыхать. Такие колесики. Сверху все очень преобразилось. Можно сказать, что электрика готова. Вот они все компоненты, ребята. Добавился полетный контроллер. Настроил уже GPS. Ловит спутники. Даже в закрытом помещении через крышу. Потому что установлен вот такой вот отличнейший GPS-модуль от Matek. Дальше. Проверил уже немножечко дальнобойность, так сказать. Пробивную способность через бетон. Мой передатчик двухваттный. Хавает он, правда, много. 2,5 ампера в состоянии покоя. Но это вместе с полетником. Но, тем не менее, через мои очки и через эту антенну он пробивает. Если вот так смотреть, сквозь два гаража получается, ну и через улицу. Пробивает 100 метров без проблем, то есть никаких помех не ощущается. Думаю, что и через весь самолет он будет пробивать, когда самолет будет вот в таком положении от меня улетать. Ну, по крайней мере, я надеюсь на это, потому что здесь получится самая такая мертвая зона, очень много карбона. Но надежда есть. По крайней мере, во всех остальных положениях должен отлично пробивать. Поставил новую камеру, Foxeer Predator. Раньше у меня другой какой-то Foxeer был. Ну, я вот только недавно выяснил, что это самая бомбическая камера. Ну и настроил, ребята, настроил наконец-таки все управление. Кстати, вместо вот этого приемника, это можно будет потом поменять, на управление и на настройку не скажется. Вместо него я хочу поставить вот такой. Те, кто в теме, знают, что это такое. Приемник от TBS, Crossfire. Самая, так сказать, сильная версия. Видите, какие здесь антенны. Примерно в таком положении и хочется установить эти антенки. То есть одна вниз, одна будет горизонтально. И вот куда-то вот сюда. Такой приемник, по идее, с соответствующим модулем на аппаратуре, у меня он тоже есть, должен до 100 километров пробивать. Ну, мне бы хотя бы километров 5 без всяких проблем пробивало. Я далеко не собираюсь на нем улетать. Ну, чтоб уверенность была, наверное, поставлю этот мощный приемник и сильный модуль. Давайте посмотрим, как работает управление.
Потому что все уже заклеено, приклеено, все настроено. Так. И здесь вот буквально кнопочкой у меня все подключается. Хоп, уже что-то сработало. Смотрим. Работа элевончиков. Вверх-вниз и лево-право. Углы отклонения вот такие. В качестве элеронов поставил расходики немножко поменьше. Все работает. Я уже тут минут 20 крутил-вертел ими, тестировал. Все отлично, мощность есть, то есть сопротивляется хорошо. Ну, это неудивительно, здесь стоят 25-килограммовые сервомашинки. Далее, по рулям направления. Смотрите, как они отклоняются. Отклоняются на малый угол. Сразу оба, синхронно. И здесь еще, как я вам и обещал, присутствуют тормоза. Вот так это дело выглядит. При этом управляемость сохраняется. То есть в отклоненном состоянии рулями можно управлять по-прежнему. Далее. В связи с возникшими вопросами хочется немножечко на них поотвечать. Ну, во-первых, насчет кожуха, который должен как бы закрывать двигатель. Я его не предусмотрел сразу. Вот сейчас вы видите, стоит движок, много пустого места, все как-то не очень красиво выглядит. Но это и не удивительно, потому что место это сделано под другой движок, который гораздо больше. Когда сюда станет мощный двигатель, именно для побития рекорда скорости на канале, здесь все это дело должно нормально заполниться, пропадут вот эти щели. Здесь маленькая такая щелочка будет для обдува двигателя. Все нормально, все будет с аэродинамикой хорошо и красиво. Этот я поставил лишь потому, что он очень хорошо запускается. И с ним, по крайней мере, на этапе настройки самолетов, первых стартов, будет меньше проблем. Просто тот мощный движок, он очень проблемный, ребята. Поэтому пришлось такой поставить. Ну, куда деваться, видите, приходится заранее предугадывать, заранее себе какую-то подушечку подстилать, перинку, чтобы потом было меньше проблем. Далее, у ребят FPV-шников, дальнолетчиков возникают вопросы, почему я поставил вот здесь антенку. То есть это антенна передатчика. Будет передавать на очки. Будут показываться скорости и картинка с курсовой камеры. Я считаю, что вот это самое лучшее место для моего самолета. Ну, можно было бы куда-то вынести, может быть, на крыло, я не знаю, на какой-то кончик как-то еще вот отдалить, чтобы вообще ничего никак не затенялось практически никогда. Сейчас это место затеняется только лишь если будет улетать самолет от меня. И, соответственно, я буду чувствовать потерю сигнала, буду видеть, что сигнал ухудшается, но в любой момент, если я выше нос подниму, либо ниже, то затенение прекращается, потому что антенна как бы будет выходить в область, ну, обычно вверх поднимают, но не вниз нос. Вверх поднимаем нос, и антенка начнет стрелять уже до очков нормально. Здесь у меня весь нос из стеклопластика, кто пропустил и не знает этой фишки. Никакого карбона нет, и поэтому сигнал должен хорошо проходить. Единственное, он будет затеняться всем вот этим оборудованием. Ну, я думаю, то мелочи. Мы как раз таки будем видеть самую основную дальнобойность, когда он будет от нас улетать. Будет потеря сигнала, но в любом другом положении, когда мы будем разворачиваться, например, когда мы будем в бок уходить, все будет открываться и сигнал улучшаться. Я считаю, что так и должно быть, а не наоборот, когда от себя он улетает, потом ребята начинают разворачиваться, сигнал ухудшается, потому что что-то где-то затеняется, и все, они теряют свой FPV самолет, либо какое другое оборудование. Ой, все-таки какой же он красавчик, как же он круто выглядит. А на солнце, друзья, вы просто не представляете, это просто шок. Он вообще тут, честно говоря, так себе выглядит. На солнце вообще огонь. Но солнышко что-то нас покинуло.
Надо продолжать заниматься шаськами. Есть у меня заготовочка, осталась с прошлых разов. Я ее подобточил, чтобы форма была каплевидная. И вот сейчас нужно налепить на нее карбончика, чтобы укрепить. Потому что делалось под легкий самолет, но этот в 3 раза тяжелее. Использоваться будет карбончик в лентах и вот такие нитки спектры. 3-й час работы. Мотаю рессору. Уже в принципе финальная стадия. Получается довольно-таки неплохо. Плотная намотка. Использую все возможные материалы. Спектру туда повкладывал несколько ниток. Около 15 ниток спектры. Надеюсь, это поможет. И мотаю, вот теперь заматываю крест-накрест, чтобы не разлущивались слои. Надо долго сушить этот бутерброд из композитов. Ну, через несколько дней открою, посмотрим, что получилось. У меня на этом все, ребята. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч.